Усе памежныя пераходы з Украінай, Польшчай, Літвой і Латвіяй спынілі сваю працу. Когда границы Беларуси и Польши не станет? Будем сносить стену или не будем? Власти говорят, что готовы к такому сценарию. Век жили вместе последний. Чего нам делить? Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Но есть несколько проблем. Но оказалось, что у нас совсем разное понимание политики, потребностей наших стран. О них мы и расскажем. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша. Мы один народ фактически. Почему белорусы готовы часами стоять в очередях на границе, только бы попасть в Польшу? И что их там ждет на самом деле? Поляки сегодня, людям есть нечего, люди не могут себе позволить вдвоем с ребенком куда-то в центр поехать. Представляете, до чего дошло? То есть не может купить талончик на проезд сегодня. Как живут те, кто выбрался, и хотят ли они вернуться? У меня есть работы, которые я здесь делаю в 10-15 раз дороже, чем делал такие же работы в Беларуси. Минимальные зарплаты и цены в магазинах, честное сравнение и только конкретные факты. Ну что же, давайте смотреть, что у нас получилось. Что не показывают государственные каналы. Jak opowiadam innym moim polskim, Когда я рассказываю об этом моим польским знакомым и друзьям, они думают, что я шучу над ними. И когда страны, которые в начале 90-х были на одном уровне, вновь сравняются по показателям. ВВП на душу населения самый показательный, что ли, экономический показатель. Где живут полной жизнью и свободно летают по всему миру, а откуда мечтают сбежать, становясь в очереди за визой. 5 лет. Польско-белорусская временная линия, временно разделяющая наши страны. Почему она появилась и когда ее не станет, смотрите прямо сейчас на канале Нехта. Курица не птица, Польша не за граница. Сегодня в это уже сложно поверить, но на переломе 90-х поляки массово приезжали в Беларусь, чтобы хоть немного заработать. Везли все, от бытовой техники и электроники до средств личной гигиены и детских игрушек. К концу существования Советского Союза вдруг стало не хватать вообще всего. Главная проблема начала 90-х – это гиперинфляция. Месяц курс доллара терял 30%, 50% часто, да, то есть, это ощутимо. То есть, какой бизнес может существовать, кроме купи-продай, причем купи-продай очень быстро, за несколько дней, чтобы это имело какой-то смысл. В 90-е, еще и до 90-х поляки ездили за дешевыми товарами к нам, но уже те, кто занимался торговлей, они уже переключились, они привозили какие-то западные, турецкие товары. Едем искать этих поляков, наконец-то находим, поляки идут с такими охапками веников. Я думаю, это же стоит копейки, что там, за что? Но как же так получилось, что сегодня очереди на границе выстраиваются уже в обратную сторону? А чтобы попасть в Польшу, белорусы готовы стоять там по несколько суток. И почему они так массово сюда едут? Ведь это Беларусь, страна стабильности и процветания. Польша. Площадь 312 679 километров квадратных. Население 38,5 миллионов человек. Плотность населения примерно 123 человека на километр квадратный. Форма правления – парламентская республика. Столица – Варшава. Официальный язык – польский. Валюта – польский злотый. ВВП – 585,7 миллиардов долларов. Объединение – ЕС, НАТО, ООН, Шенгенская зона, Беларусь. Площадь 207 600 километров квадратных.
Население – 9,1 миллионов человек. Плотность населения – примерно 44 человека на километр квадратный. Форма правления – президентская республика. Столица – Минск. Официальный язык – русский, белорусский. Валюта – белорусский рубль. ВВП – 59,7 миллиардов долларов. Объединение – СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ООН. Polacy są jednak jednym z najbardziej zadowolonych z życia narodów w Unii Europejskiej. W badaniu Eurostatu zajęliśmy drugie miejsce, a większą satysfakcję z życia mają jedynie Austriacy. Сегодня Польша входит в топ-20 сильнейших экономик мира, а по главному показателю – уровню ВВП страна является одной из самых быстро растущих в Европейском Союзе. И все это при сохранении собственной валюты. Кто там говорил, что деньги счастья не приносят? Еще 2 года назад Польша в мировом рейтинге счастья была на 48-м месте в мире, а сегодня уже 35-е. Подозрительно, слишком стремительно. А что со счастьем и экономикой в Беларуси? Мы были бы рады сравнить и лично, но, увы, за похожие видео нас сразу же посадили бы в похожее темное помещение. К счастью, благодаря современным технологиям мы все же попадем туда, куда не ступает западная нога. И сравним, и убедимся лично, кто более успешен и счастлив. Тут проблемка. Листаю рейтинг счастья, все друзья Беларуси, Афганистан, Намибия и Эсватини есть. Вот самой Беларуси я почему-то не вижу, не понимаю. Может, забыли включить, а может, насолить хотели? Хотя соли-то у них самих нет. Пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии, у них нет соли. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Ну, слава богу, что у нас диктатура. И не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. Так вот в чем вся соль. А я же говорил, не в деньгах счастье. Чтобы лучше понять настоящее, нужно глубже посмотреть в прошлое. А про исторические события лучше всего говорить с теми, кто сам вошел в историю. Лех Валенса, лидер легендарного польского движения «Солидарность», которое в 80-е навело шороху по всей стране и в итоге привело к падению коммунистического режима. За ним посыпались старые устои по всей Восточной Европе. А начиналось все с простого – забастовок и требований прислушаться к рабочим и простым людям. Мы не сражались с генералами, с полицией или с конкретными людьми. Мы боролись с системой. Мы говорили, что если будет другой, более справедливый порядок, то каждый из вас тоже сможет найти свою роль в этом обществе. Коммунизм тормозил развитие. Поначалу мы действовали более решительно. Я имею в виду уличные протесты и столкновения, и коммунизм быстро и жестоко подавлял нас. Как вы знаете, я был простым рабочим, электриком, и моя философия была простой. Нужно раскрутить такое движение, чтобы уже его невозможно было остановить. Но делать это спокойно, осторожно, чтобы не провоцировать сильных ударов в ответ. И мы все продолжали это движение аккуратно, продолжали работать и жить с верой в победу. Власти настолько испугались народного сопротивления, что решились на введение в стране в 81-м военного положения. Несогласных задерживали и отправляли в тюрьмы, прямо как в Беларуси после протестов 20-го. Разбури, турмы, муры,
прагнеш свободы, то бяры. Мургутка рухне, рухне, рухне і пахаває свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мургутка рухне, рухне, рухне і пахаває свет стары. По повстанию военным. После введения военного положения многомиллионная солидарность была разбита. Часть людей ушла в подполье. Мы создали сеть тайных организаций и использовали различные способы для безопасной передачи информации. Огромную роль в поддержке людей сыграла католическая церковь и независимые подпольные издания, газеты и радио «Свободная Европа». Нас поддерживало международное сообщество. Это было очень важно для развития чувства солидарности с другими народами, находившимися под коммунистическим гнетом. Известный старый лозунг «За нашу и вашу свободу» лучше всего передает смысл нашей борьбы. Мы верили, что, несмотря на все трудности, наше стремление к свободе победит. Это говорит о том, что даже в самых сложных условиях нужно бороться за свободу и справедливость, нужно продолжать верить в то, что твоя борьба имеет смысл. Но люди не теряли надежды и в итоге добились своего. В 1989-м на фоне экономических проблем и ослабления СССР властям пришлось идти на уступки и садиться за стол переговоров. Мы народ. We the people. Все морально устарело, и люди понимали, что дальше так нельзя, что это все идет в никуда. Это было и в Польше, и в Болгарии, в Румынии, в Чехословакии, в разных странах. Глубочайший кризис, который начинался еще до Горбачева, при позднем Брежневе даже, первые ласточки уже появлялись. Глубочайший кризис этого Советского Союза, этого большого монстра, который доминировал в регионе и удерживал все страны, в том числе Польшу, под своим влиянием. Если бы этот кризис не появился, если он бы не углублялся, эти все изменения были бы невозможными или были бы частичными. Віншую вас, жихари Белорусской Советской Социалистической Республики. Беларусь вышла из состава Советского Союза не первой, но распался СССР именно в Беларуси. А Польша стала первой страной, которая признала независимость молодой соседки. Здесь, в августе 91-го, в польском сейме депутаты приняли этот исторический документ. Беларусь выбирала долго. По какому пути идти? Страна окончательно определилась только тогда, когда пришел он. Что ты придешь, а быть может нет. Лукашенко нашел самый простой способ пойти в сторону России. Это мотивировалось личным интересом. С одной стороны, он мечтал сесть в Кремле. Это был его предел мечтаний. С другой стороны, европейская свобода, демократия – это риск для него, для его единоличной власти. Поэтому он не мог пойти в европейском направлении, потому что ему нужно было бы создать систему сменяемости власти, соблюдения прав человека, критики, свободы слова. К чему это привело? Ответ дает сам автор идеи Александр Лукашенко. Это экономический застой, отсутствие развития и перспектив, когда в деревнях людям даже рассчитывать не на кого. Мы же в деревне бесплатно детей обедами кормим. И у нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально накормить ребенка даже в обед. И многие родители, особенно крестьяне, говорят, дитя ходило в школу, могло там поесть что-то, а зараз и поесть нечего. Это был плохой выбор. Это была большая ошибка. Но тогда люди думали по-другому. В начале 90-х они скучали по Советскому Союзу. У них не хватало на колбасу и были пустые полки в магазинах. Одновременно видели, что некоторые разбогатели очень быстро. Это разочарование повлияло на то, что в 1994 году они проголосовали за Лукашенко. Потому что обещал, что вернет Беларусь в прошлое. И тогда это был выбор прошлого. А у нас люди в Польше выбирали будущее.
Переход от неэффективной плановой экономики, где все контролировало государство, к рыночной, свободной системе потребовал шоковой терапии с радикальными реформами, резким повышением цен и приватизацией. Изначально эти меры привели к падению уровня жизни, безработицы и инфляции, однако в итоге все же принесли свои плоды. За 5-10 лет экономика стабилизировалась и начала расти, привлекая иностранные инвестиции и интегрируясь в мировую систему. А при бывшем коммунисте Квасневском страна уверенно входит в Европейский Союз и НАТО. To była jedna z historycznych decyzji, być może najważniejszych decyzji. Это было одно из исторических решений, возможно, самое важное решение за последние сотни лет для Польши. Потому что если бы мы сегодня не были в НАТО, куда мы вошли в 99-м, не были в Европейском Союзе, куда мы вступили в 2004 году, мы бы действительно находились в очень тяжелом положении. Возможно, в чуть лучшем положении, чем Украина, но мы бы боялись за наше будущее. А так у нас есть чувство безопасности, стабильности, чувство успеха, которого мы добились, и мы видим это развитие. И я горжусь тем, что смог приложить руку к этим двум решениям о вступлении в Европейский Союз и НАТО. Сегодня польская армия, состоящая только из профессиональных военных, является одной из самых сильных в Европе. В рейтинге Global Firepower занимает 21 место в мире. При этом она постоянно модернизируется и совершенствуется. Но этого всего могло и не быть. Ельцин был wtedy moim partnerem, bo myśmy weszli. Ельцин говорил, что даст нам все необходимые гарантии безопасности, лишь бы мы не входили в НАТО. Но мы ответили просто: мы суверенное государство и будем решать так, как считаем нужным. Мы не верили в гарантии безопасности со стороны России и оказались правы. Возможно, вы даже и не заметили, но к этому моменту в фильме выступили уже 3 бывших президента Польши: Валенса, Квасневский и Комаровский. С 90-го в стране поменялось 5 президентов. И я, как белорус, просто не могу смотреть на все это безобразие. А как же стабильность? Как же война, которая обязательно должна начаться после ухода? Как же народ, который не отпускает? Не волнуйтесь, я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Власть в Польше меняется благодаря честным и свободным выборам, а законы работают, и это также одна из причин успеха. В свое время и здесь были попытки подмять под себя и суды, и силовые структуры, и телевидение, но именно благодаря смене власти сделать это ни у кого так и не получилось. Nie mówię, że mam podobne, takie samo imię. У нас одинаковое имя, и мы родились в одном и том же году с Лукашенко, в 54-м. Но оказалось, что у нас совсем разное понимание политики, потребностей наших стран. Я был уверен в нашем западном курсе развития. Лукашенко долгое время старался маневрировать, быть близко с Россией, но также удерживать контакты с Западом. Позже его недемократические практики привели к тому, что его отношения с Западом оказались заморожены. Практики spowodowały, że te kontakty z Zachodem zostały całkowicie. А чего хочет сам Лукашенко, кроме бесконечной власти? Кажется, он и сам до конца не понимает. Теперь даже его экономический и политический союз с Россией, и успешный и процветающий лишь на словах, вызывает у него лишь сомнения. И, разумеется, зависть к куда более успешным объединениям. Я даже иногда думаю о том, что вот даже Путину как-то в расстроенных чувствах говорю: слушай, ну посмотри, как они друг за друга. Может быть, чего-то не знаем, но внешне мы видим. И помогают, и оружие там, и деньги. Это Польша, гиена, это Европы. Она противна всем, а немцы вообще. Когда немцу говоришь о поляках, он сразу, его тошнит сразу. А деньги отдают. Миллиарды евро, 200 миллиардов евро. Я так подумал: слушай, мне 200 миллиардов евро, не надо никакая помощь, ничего не надо. 200 миллиардов. Ну вот они как-то друг с другом, как-то вместе, хотя и споры там, Орбан и прочее. Ну почему, я говорю, мы не можем? 2 страны, ну какой-то союз. Что такая нагрузка для России и Беларусь? Нет. Притом мы отработаем. И что, как отрабатываем? Если глава государства совершает коррупционное преступление, если он нарушает Конституцию, если он нарушает просто законодательство, или он просто высказывает неуважение к народу, такой политик
просто уходит из политики. И в Польше таких примеров было много, когда ряд политиков позволило себе сказать что-то нелицеприятное, например, в отношении общества. И это приводило часто к завершению политической карьеры. В Беларуси Лукашенко может унижать белорусов. Он забыл о том, что народ является источником власти. Мы слишком хорошо живем, поэтому обнагление начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что. Прибурели немножко, не знают худшей жизни. Мы не можем сказать, что люди плохие. Может, они и плохие, но другого у нас народа нет. Ну, такие люди, такой народ, и другого у нас не будет, это понятно. Народ его уже давно не избирает. Ему просто наплевать на то, что думает народ. Четкое разделение властей – очень важный фактор, который обеспечивает демократическое развитие государства. Это законодательная власть, это исполнительная власть и судебная власть. У Лукашенко все в одних руках. Запрет собраний, митингов, что является также принципиально для любого демократического государства, что присутствует в Польше. Здесь невозможно запретить акцию или манифестацию. Люди могут даже заявительным порядком выходить для того, чтобы высказать свое мнение. Свобода СМИ, когда в СМИ присутствуют абсолютно разные точки зрения, когда оппозиция с властью спорит в эфирах, и это является чем-то обычным, натуральным. Конечно, самое главное, как проходит процесс голосования, выборов, что здесь недопустимо, невозможно фальсификация. И это является базовыми условиями для демократии. Наверное, и поэтому тоже президент здесь не боится спокойно ходить в магазин с одним охранником, посещать массовые мероприятия, стоя рядом с людьми, и не бояться, что уйдет. Показательно, что даже во времена власти партии «Право и справедливость» столицу и крупнейший город страны Варшаву возглавлял открытый оппозиционер Рафал Трzaskowski, честно победивший на местных выборах. Возможно ли представить себе такое в Беларуси, чтобы мэром Минска был открытый оппозиционер режиму Лукашенко? Вопрос, конечно, риторический. К слову, чтобы вы знали, Рафал Трzaskowski тоже оппозиционер режиму Лукашенко. Walczymy o to samo. Żywie Białoruś. Niech żyje Białoruś. Żywie Białoruś. Żywie Białoruś! То, как изменилась Польша за последние 20 лет, заметно невооруженным глазом. Европейские миллиарды не были разворованы и не осели в карманах одной группы людей. Они были направлены на создание новых рабочих мест, модернизацию инфраструктуры, повышение уровня и улучшение качества жизни. Демократия и политическая стабильность, независимые суды и международные обязательства давали инвесторам гарантии и уверенность в том, что их средства не будут отжаты и распилены. В страну хлынули деньги, а польские предприятия вышли на европейский рынок. По скоростным дорогам вот так сеть автомагистралей разрасталась за 20 лет. Полтора миллиона человек голодают или недоедают в Польше. Люди не имеют возможности обеспечить достойный уровень жизни. Только четверть опрошенных могут позволить себе горячий обед ежедневно. Из польских магазинов внезапно исчез сахар. В Польше цены на бытовую химию бьют рекорды. А польские СМИ предлагают жителям собирать дождевую воду. Польшу захлестнула волна взломов и грабежей. Польша в скором времени может столкнуться с дефицитом мяса. На Польшу надвигается демографический метеорит. Поляков призвали не греть ужин в микроволновке и не запускать вечером стирку белья. В Польше начался дефицит лекарств. В Польше предлагают с Россией бороться хворостом. В стране нехватка угля. Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь. Поляки сегодня порядка 5% уже живет за чертой бедности. Людям есть нечего. Люди не могут себе позволить вдвоем с ребенком куда-то в центр поехать, потому что билеты дорогие на автобус, на трамвай, на троллейбус. Поэтому ездят по одному, там, если надо, по каким-то делам. Представляете, до чего дошло? То есть не может купить талончик на проезд сегодня. До 20 минут бесплатно, а час всего лишь за злотый. Самый удобный, дешевый и зачастую быстрый способ перемещения по городу. Я вижу, naprawdę наш край. Я вижу, что наша страна сильно развилась. Присутствие Польши в Европейском Союзе действительно дало нам очень-очень много.
Недавно мы отмечали 20-летие вступления Польши в ЕС. И я вижу по своему родному городу, Белостоку, сколько всего изменилось, как развилась инфраструктура, как улучшился городской транспорт. Я путешествую много по стране, не знаю места, где был бы какой-нибудь старый разваливающийся автобус. В основном это новый, оснащенный кондиционерами, подвижной состав. И легко узнать, за какие средства все инвестиции были реализованы. Łatwo poznać, za jakie środki te inwestycje były wykonywane. Вступление в ЕС дало польским предпринимателям доступ к огромному рынку. Теперь они могли продавать товары и услуги в другие страны без препятствий и пошлин. Европейские фонды инвестиций, совместные проекты и программы помогли модернизировать заводы и производство, сделав польские товары и услуги еще более конкурентными. То есть, благодаря новым технологиям и оборудованию улучшалось качество продукции и снижались затраты. Например, в сельском хозяйстве повышалась урожайность, а заводы быстрее производили еще больше качественных товаров. Хорошее, как правило, быстро забывается, а потому о европейских инвестициях, в которые, к слову, вкладывается и Польша, здесь постоянно напоминают вот такие вот таблички. Все прозрачно и открыто, написана конкретная сумма. За каждый потраченный грош нужно отчитаться. Но ведь Беларусь тоже могла пойти или поехать по этому пути. Но что помешало? И что и где пошло не так? Томаш Якимюк – блогер-путешественник, который недавно впервые в своей жизни посетил Беларусь, хоть и вырос всего в десятках километрах от белорусской границы. Его серия роликов о Беларуси собрала сотни тысяч зрителей. Сейчас мы находимся в Белостоке, одном из ближайших к Беларуси городов. Но если спросить людей вокруг, были ли они в Беларуси, то 80% людей скажет, что нет, не были. Я путешествую 11 лет и только сейчас решил туда поехать. Честно, я представлял Беларусь иначе. Я думал, что по ту сторону границы меня ждут куда более бедные города и пустые полки в магазинах, но реальность оказалась иной. Я нашел там даже товары из Западной Европы, которые вроде бы были под санкциями. Но главное, чего я опасался вместе со своей девушкой, это то, как будут относиться к нам простые люди. Мы ехали автостопом и видели самых разных людей. Когда я говорил, что мы из Польши, у всех появлялась улыбка на лицах. И в деревнях, и в больших городах. А skąd wy? Откуда? Ja mówię, z Polszy. Uśmiech, wiesz, mała wioska, duże miasto, kto tylko, wiesz, zagada, skąd jesteś z Polski? Mówię, niesamowite, wiesz, pewna pani, nie będę mówić skąd. Одна женщина, когда подобрала нас на автостопе, пригласила к себе на ночлег. Просто говорит: погода плохая, давайте. Давайте. Чем мы богаче, тем больше мы охраняем свою зону комфорта. Мы боимся это потерять, строим дома, а с ними высокие заборы. А чем дальше на восток, тем эта открытость людей проявляется быстрее, легче, проще. И в Беларуси это особенно ощущается. Такая открытость поражает прямо в сердце. Im bardziej na wschód, tym większa otwartość. Ona jest taka naprawdę uderzająca w serce. Но эта открытость белорусов пока таки остается закрытой для многих поляков. Далеко не все решают рискнуть и поехать, не зная, вернуться ли назад. Телефон нашего собеседника на границе также просканировали, переписав уникальный номер имейл для отслеживания устройства. О политической ситуации в соседней стране в центре Белостока напоминает большой информационный стенд с именем заключенного Анджея Почобута и подписью в заключении за польскость. И, конечно, репрессии идут. Сейчас в стране репрессии, тут демократии, конечно, нет. Да, если там бутылочку пивка взял, тебе ничего не надо. Это классный чувак белорус тогда получается. А если ты начинаешь что-то думать, там, а как это так, да, чиновникам вопросы задавать, все тебя заластают здесь моментом. Все революции, которые происходили во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, даже и в России, этими революциями двигал средний класс, или так называемое третье сословие, которые всему своему успеху, заработным платам и так далее, они обязаны были исключительно самим себе. А им нельзя было прийти и сказать, что вот ты зарабатываешь деньги благодаря феодалу или благодаря королю. Поэтому, когда наступил момент, и мы могли акционировать предприятия, приватизировать предприятия, Лукашенко на это не пошел. Он оставил эти предприятия в государственной собственности именно для того, чтобы постоянно им говорить, рабочим, директорам, что это благодаря мне вы зарабатываете несчастные $500. Он не хотел, чтобы люди хорошо зарабатывали, потому что если бы эти деньги достались людям, люди бы более субъектными становились. То есть богатые люди, они могут позволить себе и профсоюзы финансировать, они могут позволить себе забастовки организовывать, да, потому что у тебя есть подушка безопасности. Поэтому чем беднее люди,
тем сильнее власть. Справедливости ради стоит отметить, что Беларусь тоже старается развиваться, привлекать инвестиции и делать ставку на современные технологии. Да, пока зачастую в этом помогают наклейки отечественных производителей, наклеенные поверх дешевой китайской техники, но с чего-то же надо начинать. Вот это первый компьютер номер 1, который мне подарили. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня, около 12 белорусского. Но важен сам факт. Вы его потом можете пощупать. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Это закрытая связь. Все видно. Ой, сейчас я покажу. Дай ей поговорить со мной. Я сейчас ей нажму, потому что здесь надо вот кнопочку нажать. Смотрите, президент. Какой у вас поговорите с Александром Григорьевичем. Ну что, не слышишь меня? Мы делаем сейчас его, чтобы он был такой вот, как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. И пока в Беларуси продолжают использовать ручной, отсталый и неэффективный труд на главных предприятиях страны, только бы не увольнять людей, Польша продолжает вкладываться в то, что реально приносит деньги стране. Основные секторы экономики – это промышленность, производство машин, электроники, мебели, услуги, включая IT, финансы и туризм, и сельское хозяйство. В результате Польша смогла стать одной из наиболее динамично развивающихся экономик в Европе, а также вошла в топ-20 экономик мира. ВВП на душу населения – самый показательный, что ли, экономический показатель. Чем он выше, тем богаче живут люди в стране. И сразу понятно, сколько на каждого человека денег приходится за год. Так вот, в начале 90-х Беларусь и Польша были примерно на одном уровне по уровню ВВП на душу населения. Сегодня разница колоссальна. У нас большая часть людей живут небогато, скажем так, а некоторые и бедно. Интересно, что начиная с 2000-го белорусский рубль обесценился по отношению к доллару в 101 раз, в то время как польский злоты остался на том же месте. А выгоду от экономических успехов страны получают прежде всего сами люди. Новые рабочие места, высокие зарплаты, социальные программы и выплаты тем, кто нуждается в помощи. Улучшается транспорт, коммуникации, повышается качество услуг во всех сферах. Причем развиваются не только крупные города, но и регионы. У нас можешь достать на студия. У нас можно поступить в университет, и если ты на дневной форме, то обучаться бесплатно. Я слышал, что в Беларуси есть обязательные отработки после университета, и сначала думал, что это шутка. Здесь, в Польше, этого нет. Заканчиваешь учебу, становишься специалистом и можешь работать в любом месте, ты ничего никому не должен. Тебя даже не забирают в армию. До 26 лет ты также не платишь подоходный налог, поэтому работодатели более охотно берут, так скажем, молодежь. Есть возможности студенческих обменов. Поехать на несколько месяцев или лет в другую страну, посмотреть, как живут другие, узнать что-то новое, набраться опыта, к примеру, легко можно по программе Erasmus. Для студентов есть также всевозможные льготы. Например, 50% в общественном транспорте или скидки на мероприятия, музеи, футбольные матчи и так далее. Кстати, государственное страхование для студентов также бесплатно. Был кредит на первое жилье для молодых семей под 2%, сейчас будет вводиться программа под 0%. Есть очень много разных программ и возможностей за каждого ребенка до 18 лет. Например, семья каждый месяц получает 800 злотых. А еще ты можешь просто и без проблем полететь в другую страну за 30-40 евро буквально со дня на день. И это тоже огромная разница между Польшей и Беларусью. Я на день так naprawdę и то есть огромная разница, jeżeli chodzi о Polskę и Беларусь. Самый такі яскравий перший момент, який мне потрапіўся, калі я прыехаў у Польшу, гэта пачкаматы. У Беларусі яны сапраўды ёсць, але ў такіх у буйных гарадах, і яны знаходзяцца не каля іх, па-першае, нават десятку можа не набрацца. У Гродні, по-моему, нават і 10 не было. Вось, яны не знаходзяцца ў такіх агульнадаступных грамадскіх месцах, як крамы, нейкія паркінгі ці яшчэ нешта. Яны знаходзяцца каля будынка пошты. То бок чалавек все роўна вымушаны ісці на пошту, каб забраць сваю пасылку, якая яму прыйшла. А тут ты штосьці сабе захацеў набыць, ты аформіў хуценька там за 5 хвілін праз інтэрнэт, аплаціў тым жа блікам, то бок просто ўвёўшы код, все оплачено, все тебе прыйшло, ты прыйшоў
побач у краму ці спусціўся пад кватэрай, там, пад домам у тую жабку і забраў сваю посылку. Też ten budżet obywatelski. Мы можем решать, на что идет часть наших налогов. Например, благодаря гражданскому бюджету мы просто заходим на сайт и голосуем по своим районам. За детскую площадку, велосипедную дорожку или испарительную градирню, где можно подышать целебными парами соли. Побеждает проект, который наберет больше всего голосов. И это все прозрачно, как и любые выборы здесь, начиная от старост, мэров, депутатов и заканчивая президентом. Гарадамі кіруюць прызначэнцы, яны так і працягваюць. То бок, каго зверху прыслалі, неважна, жыў гэты чалавек у гэтым горадзе ці не жыў гэты чалавек у гэтым горадзе, то бок он з ім можа ўвогуле быць не звязаны, он не разумее, чым жыве горад, як ён развіваецца. А еще представьте себе, здесь летом не отключают горячую воду в квартирах, говорит Антон Шаранкевич, бывший студент Гродненского государственного университета, переехавший в Польшу. Не адчуць вам гэтую романтику с ронделька поливаться. Ну. Многие аспекты жизни молодежи в Беларуси, о которых он рассказывает, вызывают поляков лишь глубокое сочувствие. О культурной и исторической близости Беларуси и Польши говорит и похожий язык, хоть зачастую многие преувеличивают схожесть их языка и нашей мовы. Мова, кстати, у них тоже есть, но означает она не язык, а речь. А запомнить это как раз наоборот, забыть. У рода это красота, а у родины это день рождения, а не плохие люди. Все вокзалы здесь дворцы, а рано это утро, а утро это завтра. Помните про заказы, то есть запреты. И знайте, что пукать в общественных местах здесь не запрещено, а очень даже обязательно. Стучать перед входом нас тоже учили с детства, а культура здесь ценится. И вот в этом моменте различий с белорусским уже как раз нет. Jak opowiadam innym moim polskim kolegom, znajomym, Когда я рассказываю об этом моим польским знакомым и друзьям, они думают, что я шучу над ними, потому что это все настолько абсурдно в разных сферах. że na Białorusi nie mówi się po białorusku. Ну, например, что в Беларуси не говорят на белорусском. И знакомые уточняют: как? Это же Беларусь. У них нет белорусского языка. Ну, есть. То почему не разговаривают? Как это вообще возможно? Да, есть много отличий разных. Когда я разговариваю с белорусами, то они обращают внимание, что, к примеру, медицина в Беларуси чуть более доступна. Нет очередей к врачу, и можно быстрее решить вопрос. Еще одна сфера – салоны красоты, маникюр, педикюр. Мало специалистов среди наших девушек, которые могли бы делать это на таком высоком уровне, как делают у вас. То есть там есть высококвалифицированные специалисты. Состоятельный человек, он будет в салон ходить. Но все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все. Минимальная зарплата в Польше почти 1000 евро, в Беларуси около 200. Минимальная. Но больше получаешь, больше плати. Так что стоимость жилья – это, пожалуй, главное, что беспокоит переехавших сюда из Беларуси. После протестов 20-го и репрессий вынужденных эмигрантов из Беларуси сотни тысяч. По официальным данным, на начало 24-го в Польше проживало 310 тысяч граждан Беларуси. Это как 5 таких стадионов. И число продолжает расти. Сергей Делевский – один из самых известных рабочих Беларуси. После выборов 20-го он стал главным заводатором забастовок на Минском тракторном заводе. За свою смелость лишился работы и свободы на 25 суток. Если бы не выехал из страны, то сегодня до сих пор бы сидел в тюрьме. Сейчас у него своя автомастерская в городе Отводск под Варшавой. Когда открывал я ИП, аналог белорусского ИП, ко мне не приходили никакие проверки, никакие санстанции. Я работаю абсолютно в чистую, в белую. У меня нет необходимости просто там, как-то, как говорят поляки, на левизну работать. То есть я сделал свою работу, со мной клиент рассчитался, я по чеку пробил, и я знаю, что я фиксированно свои 18% налога заплатил, и больше никто ничего от меня не требует. Мы, когда ИП открыли, первых полгода мы не платили налоги, а каждый год какие-то новые дотации выдаются государством. В Беларуси я несколько лет там работал в гараже механиком нелегально. Почему я это делал нелегально? Потому что если бы я зарегистрировал там ИП, то мне бы пришлось поднять цены до официальных сервисов, чтобы я мог просто платить налоги и кормить себя по уровню заработка за свой труд, потому что поляки очень ценят свой труд непосредственно. Вот. Это кратно просто. То есть у меня есть работы, которые я здесь делаю в 10-15 раз дороже, чем делал такие же работы в Беларуси. Аренда плюс-минус то же самое. Еда
Пойти продукты купить, одеться, обуться, даже дешевле что-то, чем в Беларуси, но при этом ты зарабатываешь сильно больше. По нашим там сугубо семейным подсчетам, да, по нашим расчетам и на то, что мы выходим вот за 2 года, около 7 лет. Чтобы купить жилье. Я не скажу, что там хоромы прямо вау, да, не тот масштаб все-таки, но купить свое собственное приватное жилье здесь без проблем можно заработать в течение 7 лет. А еще здесь не закроют твой бизнес за неправильный пост в соцсетях, наклейку на авто или плакат на рабочем месте, как в Беларуси. В Беларуси за такое? В Беларуси за такое. Около 200 предприятий, вот этих вот бизнесменов, закрылись в знак солидарности. Я предупредил комитет госконтроля, закрылись, и чтобы ни одно не открылось. Мы вас будем вырезать каленым железом. Всяких ИПшников приведем в чувство. Пусть лучше уедут, потому что они перевернут страну. Да уж, попробовал бы здесь хоть кто-то сказать такое, к примеру, местному фермеру. Его бы обязательно сначала испугались, а потом догнали и снова испугались. Поговорка «должен как земля колхозу» здесь явно не прокатит. Местные фермеры прилагают большие усилия для защиты своей продукции, потому что сельское хозяйство играет очень важную роль в польской экономике и культуре. Здесь гордятся высоким качеством продукции и соблюдением строгих стандартов ЕС. Используют передовые технологии для производства безопасных и экологически чистых продуктов. И государство им в этом плане не мешает, а лишь помогает и поддерживает. Если сравнить польскую и белорусскую деревню, это небо и земля. Это, конечно же, в пользу Польши. Первое – это отношение к труду, результатам своего труда. Потому что фермер, если он убирает зерно или там пашет или еще что-то делает на поле, он же не будет у себя сливать топливо или продавать кому-то там за водку или за деньги зерно или там какие-то химикаты. Поэтому это такая большая разница. А если брать оборудование, то я порой видел у польских фермеров даже более старые комбайны, чем есть в Беларуси. Но это свое. Если в это вложены деньги, то человек это бережет. И если там сравнить цены, то они мало отличаются в наших магазинах, белорусских и польских. И все продукты есть. И я бы сказал, даже здесь ассортимент больше. За покупателя здесь идет настоящая жесточайшая борьба. Ценовая война между Лидлом и Бедронкой, пожалуй, самая известная из всех. Торговые сети борются за каждого покупателя, постоянно проводя различные акции, снижая цены. Наверное, это единственная в истории война, в которой выигрывают простые люди. По статистике, около 40% доходов белорусов уходит на еду, в то время как поляки съедают в магазинах лишь 17% своего бюджета. А как выглядят цены здесь, в Польше, и насколько они отличаются от тех, что есть в Беларуси, давайте сравним. Ну что же, давайте смотреть, что у нас получилось, если перевести все цены этой продуктовой корзины из Польши и из Беларуси в евро, то получается вот так. Выводы, как говорится, делайте сами, но не забывайте также про европейские стандарты качества и уровень зарплат. А еще здесь больше пенсий. Предыдущее правительство решило выплачивать не 12, а 13 пенсий в году, а для малообеспеченных даже 14. Система здравоохранения Польши, которую порой критикуют за длинные очереди в государственных клиниках, обеспечивает более долгую жизнь. Причем польские мужчины живут в среднем на 7 лет дольше, чем белорусы.
Социальные программы сильно изменили жизнь польской деревни, говорит пан Ян. Благодаря помощи от государства многие люди перестали записываться в магазинную тетрадь долгов за хлеб и муку. Теперь они даже могут позволить себе откладывать деньги или отправлять детей на отдых. Неудивительно, что жизнь в малые города и села начинает понемногу возвращаться, что явно контрастирует с белорусскими реалиями, где 80% населения живет в городах. Szczególnie jak jest właśnie rodzina, prawda, para. Особенно если это семейные пары пенсионеров, то они могут спокойно откладывать, могут позволить себе сходить в ресторан или накопить, например, на двухнедельную экскурсию по Греции или Испании. И говорят, иногда это выходит даже дешевле, чем на Польском море. Отец пана Яна из Гродно. Он был репатриирован в Варшаву после войны, поэтому тема того, что происходит на восток от Польши, для нашего собеседника особенная. Wsiadam w samochód. Я сажусь в машину и могу быстро, если захочу, оказаться в Германии, в Италии, в Австрии или Дании. Кстати, я как раз через неделю лечу к моему другу в Копенгаген. Точно так же я бы хотел поехать и в восточную сторону. Но пока, к сожалению, до этого еще далеко. Na to się nie zanosi. Варсо Тауэр – самое высокое здание в Европейском Союзе. 53-этажный небоскреб построили за 5 лет. В рейтинге паспортов Польша тоже высоко. Польский паспорт находится на 4-м месте в мире. С ним без визы можно посетить 176 стран, в то время как с белорусским лишь 92. Что ж, мы много еще чего могли рассказать, могли показать, могли объяснить, но лучше просто приехать самими и сделать свои выводы. Понятно, что и здесь не все идеально, и идеально нигде быть не может. Но факты остаются фактами. Здесь, в Польше, прошлое явно не диктует свои правила будущему, а людям, что говорить можно, а что нельзя. Все взаимосвязано. Политика и экономика, культура и успех, история и демократия. В диктатуре просто априори невозможны свобода и развитие. Потому что развитие, свобода и успех уничтожают диктатуру. Свободные люди богатые и снаружи, и внутри. Они уважают свою страну и историю. У них есть чувство единства и солидарности друг с другом. Причем делают это они не по приказу сверху и без принуждения, а потому что могут и хотят. Поляки чтят память о прошлом и потому могут уверенно смотреть в будущее. Ja myślę, że my tutaj ludzie pogranicza dobrze to widzimy, że tak naprawdę znajdujemy. Я думаю, что мы, люди приграничья, особенно замечаем эту разницу. Сейчас мы беседуем всего в 5 километрах от белорусской границы, но меня не покидает ощущение, что мы находимся в двух разных мирах. Начиная от экономических условий, свободы слова, возможностей развития, путешествий – это огромная диспропорция. Хотя я помню, когда моя светлой памяти бабушка с отцом ездили в Гродно, чтобы купить там джинсы, телевизоры. Сегодня это невозможно представить. Больше всего обидно, что мы находимся так близко, между нами почти не видно разницы, но есть большая-большая стена, которую мы не можем разрушить, которую Лукашенко лишь укрепляет, а мои друзья по ту сторону границы вынуждены функционировать с совершенно иной реальности. Безусловно, у нас тоже есть проблемы и зачастую возникают разногласия по многим вопросам, и это нормально. Но мы открыто это все обсуждаем, дискутируем, находим лучшие решения. No ja mam nadzieję. У меня лично есть надежда, что я доживу до того момента, когда Беларусь станет нормальной страной, и у меня будет возможность сесть здесь, в свою машину, и поехать выпить пиво в Гродно. Желаю братьям-белорусам, чтобы были непоколебимы, чтобы покусывали этот злополучный режим, как могут, по чуть-чуть и верили и знали, что все получится, чтобы не впадали в безнадегу. Я помню, как сам был в отчаянии после университета. Мне тоже казалось, что нас уже ничего не ждет, и мы навсегда будем под советским сапогом, коммунистическими генералами. Но благодаря работе людей, воле людей, силе людей мы смогли победить. И я верю, что у вас тоже получится. Белорусы будут очень опасными не только партнерами по экономике, а конкурентами. И конкуренция, которую составят нам белорусские частные предприятия, она будет серьезной. И вижу, насколько белорусы трудолюбивые и одновременно инновационные.
а тоже и солидарные, и готовы тоже сражаться за свои идеи и за свою страну. Я бы советовал, чтобы об этом помнить, не обращать внимания, стараться хотя бы не обращать внимания на то, что говорит Лукашенко. Он скорее или позднее исчезнет из нашей реальности, из нашего пространства, и, возможно, откроются новые возможности, когда эти преимущества белорусов могут быть использованы. Ценить свой труд. Вот это самое главное. Почему здесь, я же говорю, здесь вещь купить дешево. Чтобы тебе эту вещь установили или оказали услугу, здесь дорого, потому что здесь люди ценят на самом деле свой труд. Я хотел бы Беларусь как здесь, понимаешь, чтобы если нам удастся сделать так, чтобы в Беларуси было там в будущем недалеком, как здесь сейчас, это было бы идеально просто. Naprawdę, nam Polakom i wam Białorusi... Правда, мы, поляки и вы, белорусы, которые смотрите, мы очень близки в культурном и историческом плане. У нас есть единство. Как поляки писали в комментариях под видео, белорусы нам как братья. И очень хочется, чтобы эти связи между людьми сохранялись. Несмотря на любые политические разногласия, Вот как они так живут, я до сих пор не понимаю. Если тут президент не проверяет коровники лично, а сельское хозяйство работает, развивается и кормит самостоятельно 40-миллионную страну. Если здесь не нужно стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть в соседнюю страну, а можно взять билет на лоукост и быстро и довольно дешево долететь куда тебе нужно. Если за такой плакат здесь не дадут 5 лет тюрьмы, как в Беларуси за комментарии в интернете, а протестовать можно, в принципе, где угодно, когда угодно и против чего угодно. И все работает, все развивается. Польско-белорусская граница сегодня – это не просто единственный открытый пограничный переход. Это граница двух миров, граница свободы, граница времени, прошлого с будущим. То, что здесь считается нормой, там за пару километров означает уголовное преследование и годы тюрьмы. Не поэтому ли многие отсюда туда зачастую смотрят с жалостью, а оттуда сюда с завистью и шутят про настоящий белорусский ген счастья – Шенген? Сколько? 5 лет. И хоть пока на многих участках польско-белорусской границы сохраняется напряженность, мы не перестаем верить, что однажды обязательно настанет тот день, когда границы между нашими странами не станет. И не только физической. Но для начала Беларуси, наверное, стоило бы хотя бы просто повернуть в другую сторону. 27 ліпеня, 8 гадзіна раніцы ў Беларусі. Галоўныя навіны краіны і свету ў кароткім аглядзе незалежнага тэлевізійнага агенцтва. Рыхтуецца візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Гэта будзе першая за 30 год паездка лідара США ў нашу краіну. Апошні раз Мінск наведаў Білл Клінтон у 1994. Усе памежныя пераходы з Украінай, Польшчай, Літвой і Латвіяй спынілі сваю працу. Апошнія шлагбаумы падняліся напярэдадні ўвечары а 23:59. Нагадаем, Беларусь увайшла ў шэнгенскую зону у адпаведнасці з рашэннем Еўрапейскага савета ад 1 ліпеня гэтага года. Частка памежнікаў будзе накіраваная для кантралявання сітуацыі на мяжы з Расіяй у сувязі з павелічэннем выпадкаў нелегальнай міграцыі з усходняга боку. Акрамя гэтага, у нацыянальным аэрапорце Мінск адменены пашпартны кантроль на ўнутрыеўрапейскія рэйсы. Там жа сёння ўпершыню ў гісторыі чакаюць з'яўлення самалётаў ірландскага лоукостера Ryanair. Вялікі канцэрт з нагоды 34-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі адбудзецца сёння ўвечары каля стэлы Мінск, горад-герой. На ім рыхтуецца выступ гуртоў Нізкіс, Наві Бэнд, Джей Морс, Вольскі, Ляпіц-Трубіской ды іншых. Чакаецца, што мерапрыемства наведае каля 150 000 чалавек.
Музей перамогі сёння распачынае сваю працу ў былой рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі на праспекце пераможцаў. Уваход вольны для ўсіх. У якасці экспанатаў сярод іншага той самы вадамёт «Кіт», які разабралі пратэстоўцы ў 2020-м. Легендарны сцяг Ніны Багінскай, а таксама сцягі пратэсных раёнаў 20-га. Пульт дыджэяў перамен, ды красоўкі Сергея Миронова, аўтара вядомага мема «Хлопатная дзельца» і «Ганять во всю мощь». Рэферэндум у справе еўразоны адбудзецца ўжо заўтра. У бюлетэнях будуць два пытанні. Ці згодныя з далучэннем краіны да еўразоны і ці згодныя з увядзеннем еўра ў якасці асноўнай валюты. Дэбаты, апытанні і меркаванні, а таксама падлік галасоў пакажам у жывым эфіры. Заставайцеся з незалежным тэлеагенцтвам.